Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я предлагаю помочь науке найти легендарную Атлантиду. Потому что историческая наука говорит, да, есть диалоги Платона, да, они написаны в 5 веке до нашей эры, да, там рассказывается про легендарную Атлантиду, но это все, что у нас есть. Это какая-то сказка, которой никогда не было. Нет, это не так. Огромное количество материалов, которые доказывают, что все, что описано в диалогах Платона, это чистейшая правда. А ведь эти диалоги созданы на основе общения египетского жреца с греком. Считается, что созданы примерно в 5 веке до нашей эры. Друзья, вы помните тот наглядный пример с кровью? Как синтезит буквально за час разгруппировал эритроциты, восстанавливая нормальный процесс переноса кислорода. У меня возникает вопрос, что именно происходит на клеточном уровне, чтобы дать такой быстрый системный эффект. Ответ пришел из авторитетной международной лаборатории MacroLife Biotech Германия. Они провели исследования не на крови, а на генах наших иммунных клеток. Как оказалось, синтезит включает гены защиты сосудов от окислительного стресса, который повреждает стенки сосудов и ведет к атеросклерозу, переключает иммунитет на восстановление, усиливает гены, которые гасят хроническое воспаление, ту самую тихую угрозу для сердца и мозга. Клетки начинают работать в режиме ремонта, а не атаки. Влияет это все на гены долголетия. Это объясняет, почему эффект на кровь не случайность, а следствие глубокой клеточной регуляции. Полный отчет исследований в описании. Только для моих подписчиков скидка 20% по промокоду Виктор20. Что же они содержат? Через море в те времена можно было переправиться, ибо еще существовал остров, лежащий перед тем проливом, который называется на вашем языке Геракловыми столбами. Этот остров превышал своими размерами Ливию и Азию вместе взятые, и с него тогдашним путешественникам легко было перебраться на другие острова, а с островов на весь противолежащий материк. Внимание, 2000 лет еще остается до открытия так называемой Америки. Но продолжаем. На этом острове, именовавшемся Атлантидой, возникло удивительное по величию и могущество царство, чья власть простиралась на весь остров, на многие другие острова и на часть материка. А сверх того, по эту сторону пролива они владели Ливией, вплоть до Египта, и Европой, вплоть до Тирения, то есть Италии современной. И вот вся эта сплоченная мощь была брошена на то, чтобы одним ударом ввергнуть в рабство и ваши, и наши земли, и вообще страны по эту сторону пролива. Эту войну Атлантида проиграла, и они вздумали, раз они войну проиграли, сбросить на землю Луну Фату. Это привело к тому, что, конечно, Луну Фату уничтожили на подлете к Земле, для того, чтобы она действительно не разрушила всю Землю. И что же из этого вышло? Мы читаем опять же в диалогах Платона. Но позднее пришел срок для невиданных землетрясений и наводнений. За одни ужасные сутки вся ваша воинская сила была поглощена разверзнувшейся землей. Равным образом и Атлантида исчезла, погрузившись в пучину. То есть здесь повествование о войне и о гигантской катастрофе, которая последовала сразу после нее. Известно ли об этом науке? Известно, но не исторической, а археологической и климатической. Все, кто изучают действительно, что было на нашей Земле, знают про ударную гипотезу позднего Дриаса, или ударную гипотезу молодого Дриаса, или гипотеза кометы Кловиса. Они утверждают, что большие осколки распадающегося астероида или кометы упали на Северную и Южную Америку, Европу и Западную Азию примерно 12 800 лет назад. Все это привело к тому, что начала гореть биомасса, образовалась ударная зима, и привело это все к резкому похолоданию климата позднего Дриаса, что способствовало вымиранию позднеплейстоценовой мегафауны и привело к концу культуры Кловис. То есть перед вами показаны аномалии, которые они обнаружили из-за того, что что-то большое падало с неба. Но знают ли они про гигантскую катастрофу, это вымирание, которое было 13 тысяч лет назад? Знают.
Но знают не историки, а те, кто изучает климат. Поэтому народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. А в наши времена история Атлантиды повторяется. Те же силы, которые устроили тогда катастрофу земного масштаба, они снова у власти, и они снова хотят сделать то же, что и делали тогда. Поэтому надо вспомнить забытое прошлое, ну и помочь науке найти эти доказательства. А вот какая информация содержится в славянских ведах. Да, у каждого народа есть свои знания, они в древности назывались ведами. Вот что пишут про тот период славянские веды. Война между Атлантидой и Великой Асией произошла более 13 025 лет назад. Она закончилась поражением анских жрецов и планетарной катастрофой, так как анские жрецы сорвали Луну Фату со своей орбиты и бросили ее как бы на Землю. И для того, чтобы не допустить гибели всей жизни на Земле, ее разрушили на подлете к Земле, и, соответственно, на Землю обрушилось гигантское количество осколков. Все это привело к глобальной катастрофе и к гибели Атлантиды. Но какая-то часть атлантов тоже выжила. Белые иерархи наказали этих виновных жрецов, а оставшихся в живых 9 жрецов из Атлани вместе с другими белыми людьми, праведными, которые как бы были против той войны, они перенесли в государство, которое позже назовут Египтом. Вы скажете, ну так это мифы, сказки. Да, но есть одно но. Дело в том, что есть мифический период правления в истории Египта. И им правят 9 богов, которые являются, опять же, белыми людьми. Они являются гигантами. И у них гигантская продолжительность жизни. Справа как раз изображение одного из этих потомков гигантов, который вы знаете как фараоны. Но фараоны – это не просто правитель, а живое воплощение Бога, божественный посланник между миром людей и богов. И считается, что первая династия фараонов появилась примерно 5200 лет назад в Египте. Да, они имели гигантский рост. Да, понятно, что продолжительность жизни и рост у них со временем уменьшался, но мы видим прямую связь с легендарными богами. Получается, что легендарные боги Атлантиды правили Египтом примерно 7000 лет. Куда они потом исчезли, вопрос открыт. Но они оставили своих последователей, фараонов, которые тоже имели гигантский рост. Но у нас есть сообщения от тех легендарных богов Египта, которые, опять же, один из них, это бог Тот, записал на своих скрижалях. Вот что он пишет. Поднял я тогда свой жезл и направил луч вибрации, поразив их так, что стали они неподвижны, как обломки камней горы. Тогда обратился я к ним со словами спокойными и мирными и поведал им о мощи Атлантиды, говоря, что мы дети Солнца и его посланники. Усмирил я их своей магической наукой, пока не пали ниц они у моих ног, и тогда освободил я их. То есть перед нами жезл энергии, который управляет как раз природными силами. Перед нами свидетельство самого бога Тота, потомка Атлантиды. То есть это известно. Существует ли это в нашем мире? Существует. Мало того, что в 20 веке был найден подземный город под пирамидами, который был назван город Атлантов, там был найден этот жезл энергии, много других артефактов, про него забыли на время. Как бы нашли и забыли. Хотя это все описано в документе 1944 года, когда в докладе доктора Селима описывались раскопки в Гизе в 10 томах, описывалось нахождение этого подземного города. В наше время современные ученые тоже под пирамидами Египта нашли сооружения более глубокого залегания, что доказывает, что 3 великих пирамиды это не творение недавних лет, это древнейшие устройства для работы с энергией Земли и космоса. Или атмосферной энергией, энергией эфира, если вам так лучше понятно. И под ними находится, опять же, тот же самый город Атлантов. Но мало того, что этот бог Тот известен вам так же, как Гермес Трисмегист, он же Меркурий. И разные культуры по-разному называли. То есть Гермес Трисмегист это греческое название, Меркурий это название римское, а Меркурий по-нашему это ртуть. Он же легендарный основатель алхимии, которая опять же в наше время запрещена. Или науки магии, если так хотите. Потому что магия
Это высокие технологии, которые нам просто сегодня непонятны, почему в нашем мире ртуть и запрещена. Но еще более интересен нам этот бог, потому что богу Тоту приписывает изобретение года, который состоит из 365 дней. А раньше это было 360, то есть до катастрофы второй лунной фаты календари Луны и Земли совпадали. То есть земной год длился 360 дней, и лунный год тоже длился 360 дней. Это очень важно. Кроме того, бог тот имеет свои символы. То есть слева это символ полумесяца. Это как раз та разрушенная луна Фата. А справа он носил много раз корону Хемхемет. Но это 3 луны Земли как раз она изображает. То есть это древнейшее изображение. А как это доказать? Все очень просто. Заглянуть в древнейшие времена. Известна на территории Сибири малтийско-бурятская культура. Она существовала примерно 19 тысяч лет назад или 25 тысяч лет назад, где-то в этом промежутке. Ну, там есть эти 3 легендарные луны. То есть в середине как раз это календарь Луны и Земли, который был тогда 360 дней. А вот внизу вот этот полумесяц 14 лет, это Фата, только Фата в годах. То есть если умножить 14 на 365,25, мы получаем определенное количество дней, и если их разделить на 13 дней цикла Фаты, то мы увидим, что совпадение 100%. То есть за 14 лет подобный календарь имеет расхождение меньше 1 часа. А так как нам неизвестны точные данные уже там не только сотые, но и тысячные после запятой, то мы можем сказать, что совпадение вообще 100%. Представьте, 19 тысяч лет назад люди, которые вроде бы не должны иметь возможность писать, читать и сохранять информацию, имеют у себя карманный календарь, который содержит как раз модель Солнечной системы и 3 луны Земли. То есть красная стрелочка это легендарная Фата полумесяц, синенькая стрелочка это легендарная Леля. Она хоть на тот момент и давно погибла, она была нужна просто для того, чтобы вся система работала. А зеленая стрелочка это как раз легендарный Эфесский диск, либо одинаковые календари как бы Земли и Луны, которые полностью совпадают. Есть подтверждение? Есть. Наука открыта. Они просто не понимают, что это за объекты. Это те луны, которые погибли. Если перевернуть эту пластину, мы увидим 3 змеи. Или змей Горыныч трехголовый. Справа этруски. Примерно 6 век до нашей эры. Тоже одна и та же культура фактически. Что генетика в принципе и подтверждает. Что выходцы из Сибири заселяли потом и Европу. То же самое мы видим в находках из Германии. Слева диск из Небры Германии. Опять же 3 луны. Солнечный календарь это боковые пластины. Минимальное и максимальное положение Солнца. Вот этот полумесяц это Фата. Внизу лодочка это Леля. И там месяц. Это наша Луна. Но опять же календарь Земли до потопа. Правый диск это Великобритания. Анализы показали, что в принципе золото и медь, из которых он создан, было добыто в Египте. Все может быть. То есть подобные системы, подобные образы, символы существуют. И все это подтверждают. И наука о них прекрасно знает. Одна из шапок-невидимок. Золотая шляпа из Бурганта. Найдена в 1953 году. Возраст 3000 лет. Европа. 4-й уровень в ней имеет 14 точек. Опять же, четкий цикл Луны Фаты. Опять же, 1-й уровень это Меркурий, 2-й Венера, 3-й Земля, а потом пошла уже Фата. Все четко, ясно и понятно. Причем ярусы этой шапки со 2 по 11 почему-то тоже 260 дней. Что в принципе тоже цикл Фаты, только 20 раз повторенный. Это важно, потому что мы сейчас его тоже увидим у других товарищей. Плюс почему-то именно в это время происходит катастрофа Бронзового века. Троянцы уходят из своего поселения и направляются в Европу. А в Европе появляется культура погребальных урн. То есть останки погибших сжигали, собирали в пепел, в глиняный сосуд, и закапывали на дно могилы. До нее была культура курганных погребений. Я, конечно, дико извиняюсь, но сожжение
своих умерших это славянская культура. Потому что у славян всех обычных людей надо сжигать, чтобы они не оскверняли своим прахом землю. По достойным людям нужно ставить памятные знаки, то есть памятники. А духовно развитым людям нужно ставить курганы. То есть здесь все вместе соединено. То есть перед нами те, кого называют скифами, а по факту это славяно-арийские народы. Справа подобных золотых шапок-невидимок было найдено 4. И все они на территории Европы. И все они повторяют как бы культуру именно Древней Сибири. Почему-то. Ну, совершенно непонятно для науки. А все очень просто. Потому что давайте обратимся к Берлинской академии наук. Вот издание 1740 года «Симон. История кельтов». И особенно о галлах и германцах. От сказочных времен до захвата Рима галлами. Цитата. Кельты были частью древних скифов. Древние галлы были кельтами. Древние германцы были кельтами. Жителями Скандинавии были кельты. Кельты были в Польше. Также Московия. Народы Англии были кельтами. Пикты или скоты были кельтами. Ирландцы также. Древними жителями Греции были скифы. Тот самый народ, который впоследствии получил название кельтов. Вот и весь секрет. Поэтому не должна нас удивлять история про Фату, потому что Фата погибла в пятницу 13-го, и плюс число дней оборота у нее было 13, отсюда и негативная как бы часть числа 13, что это несчастливое число, слово фатальность оттуда же, отсюда же нелюбовь числа 4 в Азии, потому что 1 плюс 3 это 4, это число смерти. Ну, отсюда и легенда про Фаэтон. Он выпросил у своего отца Гелиоса позволение править солнечной колесницей, но его упряжка погубила его, кони неумелого возницы отклонились от правильного направления и приблизились к земле, отчего та загорелась. Перевожу на нормальный язык. Жрецы Атлантиды сорвали Фату со своей орбиты и направили на землю. Жрецы белые другой части, противостоящие атлантам, были вынуждены ее разрушить. Иначе было бы прямое столкновение и погибла бы вообще вся Земля. Об этом здесь в принципе рассказывается. Понятно, что при приближении осколков начались множественные пожары, удары. И соответственно получилось то, что получилось. Да, 90% погибло жизни на Земле, но 10% выжили. При прямом столкновении погибли все. Что пишут дальше? Гея взмолилась к Зевсу, и тот сразил Фаэтон молнией. Ну да, энергетический удар был нанесен с пирамид. А Гея это земля, Зевс, как вы знаете, это молния. Энергетический удар разрушил Фату. Отчего осколки, соответственно, ее рухнули в воды рек и морей. Ну понятно, что и на сушу попали. Так погиб Фаэтон. Ну, это тот же Фаэтон, она же Фата. Ничего тут удивительного нет. Просто по-гречески оно немножко по-другому звучит. А рассказ именно о тех событиях, которые произошли 13 тысяч лет назад. То же самое знали прекрасно индейцы, у которых тема потопов постоянно звучит. Вот один из кодексов индейцев. Небо приблизилось к земле, и в один день все погибло. Даже горы скрылись под водой. Говорят, что скалы, которые мы видим теперь, покрыли всю землю, и вздымались горы красного цвета. Попольвух. Жрецы индейцев Кичи. Лик земли потемнел, начал падать черный дождь, ливень днем и ливень ночью. Густая смола пролилась с неба. У индейцев бассейна Амазонки предания рассказывают, что раздался страшный рев и грохот, все погрузилось во мрак, а потом на землю обрушился ливень, который затопил весь мир. Вода поднялась на большую высоту, и земля была погружена в воду. Мрак и ливень не прекращались. Перед нами справа уникальное изображение. То есть, это изображение когда-то украшало храм Майя в Тикале. То есть, это правая фотография. Немецкий археолог ее обнаружил, сфотографировал, ну и доставил в Берлин. К сожалению, я так понимаю, это изображение во время Второй мировой войны погибло. Осталась нам только фотография. Ну что на ней? На ней красная стрелочка, это разрушается пирамида, потом извергается вулкан, все затапливает вода, и один
товарищ спасается на лодке, другой тонет. Все это было когда-то в Тикале. Тикаль – одна из крупнейших городищ майя, столица Мутульского царства. Считается, что первый храм Тикаля расположен именно в ней. То есть это фотография слева. И все это так и есть. Но у науки есть еще одна проблема. Древние календари. То есть они им настолько ненавистны, что они их чуть ли не инопланетными называют. А в чем проблема? Проблема в том, что там есть объекты, которых нет сегодня на Земле. И один из этих объектов в календаре майя – это луна Фата. Ее цикл 13 дней повторяется 20 раз. Вот она. Вот весь секрет. То есть календари майя наука не может объяснить, а по факту они подтверждают все, что мы видели до этого. То есть, например, справа как раз идет солнечный календарь, который у майя до этого был тоже 360 дней. Понятно, что потом они добавили 5 дополнительных дней без имени, для того, чтобы это число было равнялось 365. То есть эти 5 дней считались несчастливыми. Да понятно, что несчастливыми, потому что их добавляли из-за того, что произошла глобальная катастрофа. А до этого как раз этот Хаап, их древний календарь, делился на 19 месяцев. 18 из них было по 20 дней, и вот этот 5 дополнительных появилось. То есть откуда это все? Это все говорит о древних катастрофах. Это все говорит о том, что знали и жители Египта, и славяне это прекрасно знали, потому что это все информация, в том числе и от белых народов. А этот календарь, он называется Цалькин, то есть ритуальный период 260 дней, 20 раз по 13 дней. Ну, так знают они про существование этой древней системы Фата, знают, вот он в развернутом виде, вот эти там названия, циклы. Ну, смысл какой, что этого объекта нет. Нет этого объекта. В календаре у майя он есть, в славянских календарях он есть. Он тоже есть и у египетских жрецов, он есть, как мы видели, у кельтов, у скифов. Но по факту он разрушился 13 тысяч лет назад. То есть, есть ли подтверждения по миру? Есть. Пожалуйста, смотрите, они доступны. А что нам подсказывает, что это был Афат? Опять же Сибирь. Ачинский жезл, его возраст от 17 до 30 тысяч лет. Когда-то его изучал профессор Ларичев. Он считал, что это древнейший лунно-солнечный календарь. Не просто лунно-солнечный календарь, это модель солнечной системы. Кстати, его потеряли и только в 24 году вернули вроде бы в музей. Ну, будем надеяться, что больше не потеряется он. Потому что он очень важный. Там вот этот цикл. То есть вот этот цикл 273 дня. Если его разделить на 13, то мы получим как раз четкие циклы луны Фаты. То есть они более даже точные, чем у индейцев майя. Если эта система, когда Фата существовала, есть, здесь зафиксировано более точное движение Фаты в днях. Как мы видели на Малтынской пластине, это цикл в годах. Ну, как бы понять легко и просто. Именно потому, что все это кратно 13, и потому что оно находится ближе всего к Земле. Вот и весь секрет. Ну, тот же самый цикл мы видим и на шингирском идоле. Его возраст 11600 лет, но они оставили эти циклы, потому что тот же шингирский идол – это модель Солнечной системы. Если убрать эти циклы, то модель не сойдет. А вот эти вот плавные линии такие, как волна, это и как раз показывает, что здесь идет речь про какую-то луну. Ну, на тот момент луна Фата как бы состояла частью этой системы, и поэтому мы видим, например, что здесь 26 дней, то есть четко 2 цикла луны Фата. Да, есть и другие места, которые это подтверждают, но это более для расчетных данных. Опять же, древняя Сибирь, древнейшие календарные системы. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео, кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше,
Новые исследователи подключились к этому направлению, и у человечества появилось больше шансов на выживание. Больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.